Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вас немножечко проинформировать по поводу расхода пряжи, как ее определить на ту или иную модель. На моем канале очень много экспресс-мастер-классов по вязанию плечевых изделий. Конкретно там джемпер идет, свитер, пуловер используются, различные жакеты, кардиганы. И часто очень в комментариях вы, мои хорошие, задаете вопрос, а какой расход пряжи на тот или иной размер. Сейчас я вас хочу вот так коротко проинформировать, как это легко и просто сделать. Смотрите. Прежде всего, вы должны точно знать, какой размер у вас конкретно. Да? По такой таблице размеров женской одежды можно легко это определить. Для онлайн-калькулятора требуются такие показатели: обхват груди и метраж пряжи. На примере вот последней модели я вам сейчас рассказываю. Смотрите, вот у нас есть пряжа Yarnart Super Merino. Ну, немножко вот так попортился моточек, ничего страшного. Да? Вот 100 грамм, 280 метров. Это очень важно для нас. Именно это число сейчас будет использоваться в онлайн-калькуляторе. Смотрите, вы определили, например, размер. Пусть у вас будет размер, предположим, 52, да, 54. И у нас вот здесь идет обхват груди 104, 108. Вот. И теперь с этими данными, с метражом пряжи по нашей этикеточке и с определенным объемом, обхватом груди мы отправляемся на канал, ко мне на канал. На канале вы попадаете вот на такую страницу рукоделия Светланы Лосевой, да, и здесь вот по последнему видео, ну вот можно на вкладочку видео нажать, пожалуйста, и у вас здесь сейчас появляются мои последние видео. Вот самая последняя модель у нас была, это супер стильный свитер на любой размер. Давайте на него нажимаем. Итак, вы зашли на канал, на это видео, нам его смотреть не стоит. Мы смотрим вот здесь. У меня идет описание, экспресс-мастер-класс по вязанию спицами, да? Нажимаете на слово «Еще», и вот идет описание вязания, да? Идет описание, которое мы пролистываем просто. И вот здесь у меня идут ссылочки, посмотрите, где мы пишем, где я написала в мастер-классы, вы увидите выбор пряжи и спиц, расход пряжи, да, 550-650 грамм, схема, выкройка и так далее, да. И вот здесь у меня есть ссылочка онлайн-калькулятор расхода пряжи. Вы на нее должны нажать. Так мы попадаем с вами вот на такую вкладку, на такой сайт, который как раз то, что нам с вами требуется. Расчет количества пряжи для вязания, для женских моделей. Да? Вот здесь есть, значит, ввести данные обхват груди. То есть вот если мы с вами уже точно знаем, что у нас с вами, мы посмотрели 52 размер, да, 104, это обхват груди, но обязательно на свободное облегание. Здесь вот можно взять 101. Нет, вот 111,5. Да? Давайте возьмем максимальный вот этот вариант. 111,5. Дальше. Метраж на 100 грамм пряжи. Мы с вами посмотрели. Вот здесь открывается, если вы нажимаете на этот треугольничек перевернутый, у вас здесь открывается вот такая вкладочка. Выбираем метраж. У нас с вами 280 метров на 100 грамм. Да? Берем, сюда нажимаем. И вот у нас уже пошел результат. Смотрите, для жакета требуется расход пряжи в метрах, здесь измеряется 1860, на пуловер 1765 и на жилет 1300 метров. Нас интересует пуловер, но у нас с вами там необходимо связать будет еще высокий воротник, да, на 20 сантиметров. То есть у нас как бы не совсем здесь подходящий выбор изделия, но в целом усредненный показатель мы сейчас с вами без труда определим. Смотрите, списываем на бумажечку для себя
1765 метров, чтобы не забыть. И смотрите, что дальше делаем, чтобы определить количество моточков. Итак, мы с вами записали это число, которое у нас с вами в результате получилось. И сейчас мы с вами это число 1765 разделим на 280 метров. То есть вот это вот наш с вами именно метраж идет. И мы получим с вами вот такое число 6,3. Это количество мотков. 6,3, то есть это 630 грамм, девочки. 630 грамм, потому что у нас в мотке идет 100 грамм. То есть вот такой метраж получается на 52-54 размер. Но имейте в виду, что это все как бы усредненный показатель, и процентов 10 надо обязательно запасом закладывать. У меня стоит в мастер-классе циферка 650 грамм. Здесь учитывается и высокий воротник, и узор. Смотрите, это же тоже, вот этот метраж рассчитан, я так понимаю, на лицевую гладь. Ну, просто без каких-то... Смотрите, если это ажурный узор, там уже свой будет расход. Да? А это такой средний усредненный показатель. И поэтому получается, что здесь нужно, конечно, тоже подходить с умом, руководствоваться здравым смыслом. И если выходит вот такая цифра, если у вас узор с косами, всегда знаете, он берет много пряжи, он берет больше пряжи, чем нужно, процентов на 25 точно. То есть от лицевой глади он берет больше пряжи, а если у вас ажурный узор, то он берет меньше пряжи, да? То есть вот эта циферка такая средненькая для кос вам точно надо взять, где-то 650 это однозначно, да? А для ажурного узора, возможно, вам вообще достаточно будет 600 грамм, да? А может быть и 500 грамм. То есть тут тоже вот такой подход, никто вам четко на ваш размер рассчитать не сможет. Все будет около, да? То есть вот эти все циферки, они, девочки, около всегда стоят. Но, в принципе, хорошая вещь, рекомендую ее использовать. Надеюсь, мой небольшой мастер-класс был для вас полезен. До новых встреч!